Ребята недавно, когда они наконец вернулись домой, казалось, что тепло исходит от каждого шага Тэхёна и Чингука. После долгого путешествия и постоянного внимания со стороны прожекторов, лица, которые всегда очаровывали миллионы сердец, снова улыбались. В том, как они приветствовали друг друга, в том, как их взгляды оставались нежными для людей, ожидавших их в аэропорту, было что-то такое трогательное. Они не просто возвращались домой, они принесли мир и утешение самым простым способом, вежливо, дружелюбно и искренне. Тэхён неоднократно просил толпу оставаться за линией, со своей ангельской улыбкой, а Чингук постоянно улыбался и показывал большой палец вверх, как бы говоря: «Эй, все в порядке». Это был момент, похожий на объятия. Нет ничего прекраснее, чем наблюдать за двумя мужчинами, которые всегда заботятся обо всех, даже когда сами устали. За кадром разворачивалась более нежная история, которую часто запечатлевают только те, кто вникает глубже. Тэкук шли рядом, не обращая внимания на окружающий мир, но при этом чувствуя друг друга так гармонично. Даже на видео низкого качества было ясно, как они вместе вошли в лифт, стоя так близко, что казалось, будто весь мир сжался в их маленьком пространстве. Чингук помог Тэхёну снять толстовку, небольшой жест, который казался привычкой, чем-то, что мог сделать только тот, кто привык уделять внимание своему партнеру. В этом была комфортность, рутина, неподдельная близость. И когда Чингук снова повернул голову, его взгляд снова упал на человека, на котором он всегда был сосредоточен. Неудивительно, что люди говорили: «Мои глаза всегда на тебе», потому что Чингук, казалось, чувствовал то же самое, ему больше некуда было идти, кроме Тэхёна. В тот вечер, когда вышел документальный фильм, многие сердца были застигнуты врасплох неумолимым потоком эмоций. Документальный фильм был не просто записью пути возвращения крупной группы, это был кусочек их душ, их упорного труда, их страхов, их мечтаний и их любви, все сплетенное в одно целое. Но самым душераздирающим моментом, в самом прекрасном смысле, было появление Тэкука. Счастливые, светлые, свободные и наполняющие друг друга, словно мир создал для них особое пространство. То, как Тэхён схватил Чингука за руку, чтобы потянуть его в бассейн, и их смех, так естественно разразившийся, и Чингук, игриво оттолкнувший его назад, это была не просто милая сцена, это был язык любви. Но тот момент под водой – это была вершина. Нежная музыка, крошечные пузырьки, танцующие вокруг них, и два тела, движущиеся словно в танце, только они двое в мире, который казался невероятно личным. Это была не типичная сцена из документального фильма, это была сцена, которую разделили люди, понимающие друг друга глубже, чем можно выразить словами. Когда Чингук приблизился так близко, что многие подумали, что он собирается поцеловать Тэхёна, мир словно остановился. Это была не иллюзия, это была настоящая интенсивность. А интенсивность любви невозможно скрыть. Затем последовала сцена, от которой сердца многих замирали снова и снова, взаимодействие Тэкука в комментариях. Чингук жаловался на качество видео, Тэхён обвинял своего мужа в том, что тот не научил его правильно снимать. Это были не просто шутки, это был язык пары, которая так долго была вместе, что взаимные обвинения стали забавными, а не конфликтными. Они были похожи на молодоженов, которые не могли перестать играть друг с другом. И весь мир мог наблюдать за этим только с улыбкой, потому что любой мог увидеть эту нескрываемую привязанность. Был один момент настолько интимный, что он напоминал самую романтичную сцену из кино, но тем более сильный, потому что он был настоящим. Когда Чингук медленно приближался к Тэхёну, словно уставший сдерживаться и наконец-то желающий обнять любимого человека, напряжение было настолько высоким, что любой наблюдатель чувствовал себя так, словно его объяло пламя. Тэхён улыбнулся, застенчиво глядя на Чингука, и когда его маленькая рука коснулась губ Чингука, чтобы остановить близость, все поняли, Чингук собирался его поцеловать. Другого толкования этого жеста не было. Слишком близко. Слишком нежно. Слишком искренне. Это был Тэкук, два сердца, которые знали друг друга так долго, что грань между дружбой и любовью стала чем-то, что понимали только они сами. По мере развития документального фильма были моменты, которые трогали до глубины души каждого зрителя.
Чингук – мировая звезда, способная в мгновение ока собрать полный зал на Таймс-сквер, сказал, что иногда чувствует себя никем. Что он не так уже и велик. А Тэхён, настолько любимый, что толпы следовали за ним повсюду, признался, что боится, что Иаре однажды изменится. Эти слова оставили многих безмольными. Два мужчины, сияющие как солнце, два мужчины, любимые всем миром, оба несущие в себе такую уязвимость. Но, возможно, именно это делало их такими человечными, такими милыми и такими очаровательными. И посреди всего этого появился Бэм, милый маленький песик, ставший частью семьи Чингука и частью их теплой динамики. Наблюдать за тем, как Чингук играет с Бэмом, а Тэхён нежно смотрит на него, создавало чистейшую картину человеческой связи и любви, которая их окутывала. Эта простая безмятежность, словно дом, это не место, а человек, который всегда с нами. Есть одна вещь, которая всегда восхищает любого, кто следит за историей Тэкука: чем дольше вы наблюдаете за ними, тем яснее становится, что их отношения развиваются со временем. Никогда не отступая, никогда не угасая, всегда двигаясь вперед в более зрелой, теплой и глубокой форме. Каждая маленькая улыбка, каждый мимолетный взгляд, каждая мелочь, вроде поправки толстовки или ожидания у двери, все это образует мозаику любви, редко встречающуюся в отношениях двух главных айдолов в блистательном мире развлечений. Но для Тэхёна и Чингука любовь никогда не была чем-то, что нужно скрывать, она просто была частью их жизни, проявляясь естественным образом с каждым шагом. По мере того, как документальный фильм углубляется в их путь к возвращению на сцену, он показывает, как каждый участник переживает трудные дни, но все равно улыбается. Но для Тэкука камера всегда, кажется, запечатлевает моменты, которым суждено быть. Они смеются, когда не следует, шепчутся, когда все заняты, и остаются на орбите друг друга, словно их сердца бьются в одном ритме. Есть чувство покоя, которое приходит только тогда, когда рядом находится тот, кому полностью доверяешь. И именно это чувство возникает незаменимое доверие, как у двух душ, которые нашли друг друга задолго до того, как мир узнал их. Камера переключается на темный репетиционный зал, где участники обсуждают свои будущие заботы. Тэхён и Чингук сидят рядом, украдкой переглядываясь. Это не взгляд, полный чрезмерной значимости, совсем наоборот. Это короткий взгляд, говорящий «я здесь». Для многих это может быть мимолетный момент. Но для тех, кто понимает динамику отношений Тэхёна и Чингука, это молчаливое объятие среди усталости. Это их версия любви, не грандиозная и драматичная, а тихая, полная заботы. В документальном фильме есть момент, когда Тэхён, кажется, делает глубокий вдох, его взгляд устремлен вдаль, словно он размышляет о чем-то большем, чем он сам. Чингук, сидящий рядом, сразу замечает его, слегка наклоняясь, словно готовый подойти, если понадобится. Камера не показывает, что происходит дальше, но едва заметная улыбка в уголке губ Тэхёна говорит о том, что кто-то, просто находясь рядом, словно снял с него весь груз. Для многих Иаре это не новость, Чингук всегда был для Тэхёна эмоциональным убежищем, местом, где он мог дышать полной грудью. Сцена в бассейне в документальном фильме действительно выделяется. Многие считают ее одним из самых нежных моментов в жизни Тэкука, когда-либо показанных публично. Но для тех, кто давно следит за ним, это похоже на то, как кусочки пазла встают на свои места. То, как крепко Тэхён держит руку Чингука, показывает доверие, которое не нуждается в словах. То, как Чингук отталкивает ее со смехом, показывает ту близость, которой обладают только люди, которые любят друг друга долгое время. А когда они в воде, их окружает нежная музыка, мир словно останавливается. Это не просто сцена, это язык любви. Затем появились их милые комментарии в социальных сетях, которые сразу же стали огромной темой для обсуждения. Эти небольшие взаимодействия показали связь настолько естественную, настолько комфортную и настолько полную нежного флирта, как у пары, которая уже знает каждую мелочь в привычках друг друга. Чингук пошутил по поводу качества видео, Тэхён упрекнул его за обиду, как бы говоря, «ты должен был научить меня лучше». Никто не мог смотреть этот диалог, не улыбаясь и не думая о том, насколько комфортно они чувствовали себя друг с другом.
Когда все эти моменты сошлись воедино, стало ясно одно – любовь и уважение к Тэхёну и Чингуку росли с каждым днем для всех, кто наблюдал за ними. Даже для тех, кто не был Эйара Эмуай. Наблюдая за их путем, их упорным трудом, их страхами и их радостью, невозможно было остаться равнодушным. У них было два самых нежных сердца, два талантливых человека с самым большим светом, и при этом они оставались скромными, вежливыми и любящими.